вернулся. Удалось что-нибудь найти? И это меня пугает больше всего. 3 года назад это место было сердцем южных путей. А сейчас тут только развалины, ветер и этот проклятый туман. Ты тоже заметил? Можешь считать это остатками первой экспедиции. Они знали, что тут произошло что-то ужасное, и прежде чем сунуться в город, высекли свои имена на этой глыбе. Эти царапины на плите — все, что от них осталось. Удачи. Всем привет, меня зовут Тим, мне 29 лет. То, что вы сейчас увидели, это результат моей работы за последние несколько месяцев. Я разрабатываю игру в жанре визуальная новелла квест от третьего лица в сеттинге Dark Fantasy под названием Тени Форвуда или Shadows of Forward. А теперь я расскажу подробнее. Долгое время игровая индустрия меня огорчала, и вот в определенный момент была достигнута точка невозврата. А я решил взять дело в свои руки и начал работать над своей собственной игрой. Кстати, ссылка на демо-версию есть в описании. Тени Форвуда разрабатываются на Unreal Engine 4. Над проектом я работаю один, поскольку это минимизирует воздействие внешних факторов, которые могли бы навредить процессу разработки или помешать идеям, которые я бы хотел воплотить в игре. Событие новеллы разворачивается в королевстве Акрайт. Точнее, в одном из городов этого королевства, Форвуде, население которого исчезло без следа после загадочных событий. Главному герою в лице странствующего рыцаря Кеннета предстоит выяснить причины этих событий. Игрок будет изучать город и окрестности, решать головоломки, знакомиться с другими исследователями и принимать решения, которые повлияют на развитие сюжета. Но, как было сказано ранее, я работаю над проектом один, поэтому мои ресурсы довольно ограничены. И я решил собрать средства на разработку моей новеллы с помощью краудфандинга на сайте planeta.ru. Ссылка на этот проект есть в описании ролика. На что я планирую потратить деньги, если проект будет успешным? По большому счету на все. Даже на данном этапе я мог бы завершить проект самостоятельно. Однако это потребует гораздо больше времени, конечная игра будет существенно беднее на игровой процесс. Собрав необходимую сумму, я смогу включить в игру гораздо больше контента, заказать озвучку всех персонажей, добавить новые головоломки, музыку и уделить больше внимания основному сюжету. В частности, игра будет выглядеть лучше, потому что я смогу позволить себе использовать больше ассетов, больше анимаций и визуальных эффектов. Кроме того, она будет переведена на английский язык и обзаведется вступительным трейлером. Успех этого проекта позволит сделать игру такой, какой она была мной задумана. Однако, если проект сможет набрать больше требуемой суммы, все эти средства также уйдут на улучшение игры, ведь нет предела совершенству. Ориентировочная дата окончания разработки 1 августа 2019 года.
Что касается системных требований, они могут варьироваться, но протестировать производительность на вашем компьютере вы можете уже сейчас, скачав демо-версию. Ссылочка в описании. Друзья, у меня нет маркетингового отдела или рекламного фонда. Распространением информации об игре я занимаюсь самостоятельно. Поэтому я буду благодарен, если вы поможете мне в этом деле и расскажете о новелле Тени Форвуда своим друзьям и знакомым. А также не забудьте подписаться на группу Bormak Tales Studio ВКонтакте или задать вопрос на моей личной странице там же. Все ссылки можно найти в описании, как и ролика, так и здесь. Вы также можете поставить лайк, подписаться, оставить комментарий и поделиться этим роликом с друзьями, что поможет моему проекту. А на этом я с вами прощаюсь, заранее вас благодарю. С вами был Bormak, всего вам хорошего.